Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу вам о праздниках в России. Человеку нужно отдыхать после работы. Очень часто мы с нетерпением ждем выходных и праздников, чтобы как следует отдохнуть. Слово «праздник» происходит от выражения «священный день». Первые праздники были религиозными. Сегодня же многие праздники не имеют ничего общего с религией. Почти в каждой стране есть праздники, которые отмечают важные события в ее истории. Некоторые праздники имеют фиксированную дату, например, Новый год или Рождество. Другие нет. Некоторые, например, Пасха, переходные праздники. Новый год очень популярен во всем мире. Это и мой любимый праздник. Мы обычно собираемся вместе всей семьей. Мы любим отмечать этот праздник дома. Мы празднуем Рождество 7 января. 6 января мы прибираемся в доме, готовим много вкусных блюд, потому что на следующий день работать нельзя, нужно отдыхать. Этот вечер – святой вечер, сочельник. 8 марта мы отмечаем женский день. 1 мая – День труда. Другой религиозный праздник – Пасха. У этого праздника нет фиксированной даты, она меняется. В России есть специальные атрибуты Пасхи – пасхальные яйца и пасхальные куличи. 9 мая – День Победы. Это священный праздник для каждого русского человека. Мы благодарны нашим дедам за победу во Второй мировой войне. Конечно же, это не все русские праздники, а только самые основные. Отдельно о каждом празднике я расскажу вам в своих новых видео. Так что, если вам интересно узнать о них подробнее, подписывайтесь на мой канал. Новый год в России. В древности наши предки отмечали его 1 марта. Люди зажигали огоньки на елках в виде свечей с надеждой на хороший урожай в новом году. Когда люди приняли христианскую веру, праздник перенесли на первый день осени, на 1 сентября. И только в 1700 году по указу царя Петра I Новый год стало принято отмечать 1 января. О каких новогодних традициях русского народа вы знаете? Первое. Главной традицией является украшение елки. Эту зеленую красавицу наряжают шарами, гирляндами, светящимися фонариками, шишками, конфетами, игрушками. Елка – это символ новогоднего праздника. Я помню, как моя бабушка украшала елку конфетами. И когда наступал Новый год, конфет там, конечно, уже не было. Оставались одни обертки. Вторая традиция – это запускать салют в 12 часов ночи. Третья традиция. Именно в это время все желают друг другу счастья в наступившем новом году. Четвертая традиция. Также этот праздник принято отмечать в кругу семьи. Взрослые и дети надевают красивую одежду, чаще всего новую, и веселятся возле нарядной елки. Они поют песни, танцуют, играют в игры и кушают за столом вкусные блюда. Друзья,
А какие традиции празднования Нового года в вашей стране? В начале каждого календарного года русские люди отмечают Новый год и Рождество. И дети, и взрослые любят эти праздники. Люди не работают и не учатся в течение нескольких дней. Они отдыхают, навещают родственников и друзей, обмениваются подарками. Православное Рождество выпадает на 7 января. Это религиозный праздник, и многие люди идут на церковные службы в этот день. Молодые девушки гадают во время святок, которые длятся до 19 января, то есть до дня крещения, и стараются увидеть свое будущее. Мне кажется, люди в новогодние праздники становятся добрее, когда дарят подарки. Они понимают, что делиться своей радостью с другими – это настоящее счастье. Мы продолжаем говорить о новогодних праздниках. И следующий праздник, который отмечается в январе – Старый Новый год. Он выпадает на 14 января. Новый год является первым в календаре и по популярности, поэтому многие празднуют его дважды. 14 января соответствует 1 января по юлианскому календарю. Этим календарем пользовались в России до 1918 года. Старый Новый год – это исторический феномен, дополнительный праздник, который возник в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем 2 Новых года по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый праздник. Для многих православных Старый Новый год имеет особое значение, поскольку хорошо отпраздновать Новый год они могут лишь после окончания рождественского поста. Также, если вы не успели погадать, чтобы узнать свое будущее, то у вас есть еще один шанс сделать это на Старый Новый год. Традиция отмечать Старый Новый год возникла после 1918 года, когда в России было введено новое летоисчисление. Старый Новый год встречают не только в России, но и в большинстве стран СНГ, а также в некоторых странах дальнего зарубежья – в Грузии, Армении, Сербии, Черногории, Македонии, Греции, Марокко и Японии. Праздник Крещения Господня по-другому называется Богоявление. Праздником Крещения заканчиваются рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 17 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают крещенский сочельник. В этот день некоторые люди парятся в бане, а затем окунаются в прорубь. Таким образом, они поддерживают себя в хорошей физической форме. Они также пытаются очиститься духовно, оставив все ошибки и грехи в прошлом году. Это своеобразный ритуал очищения и здоровья. В день праздника, в
день крещенского сочельника совершается освящение воды. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Считается, что крещенская вода имеет особую силу и целебность. Крещенской водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья, чтобы в доме был порядок и покой. Следующий праздник – День российского студенчества или Татьянин день. Он отмечается 25 января. Этот праздник отмечают все студенты. Он совпал с христианским православным праздником, Днем великомученицы Татьяны, которая погибла за веру и была причислена к числу святых. При жизни она смиренно служила Богу и помогала больным. В этот день, 25 января, нужно обязательно поздравить с именинами всех ваших знакомых девушек и женщин с именем Татьяна. Так что не забудьте обо мне. Я буду ждать ваших поздравлений. Также Татьянам можно сделать небольшой подарок. История возникновения этого праздника. В 1755 году, 25 января, императрица Елизавета подписала указ, благодаря которому в Москве был основан университет. Это было важное решение, имеющее большое значение не только для московских студентов, но и для всей российской науки. Церковь при университете осветили в честь святой Татьяны, а ее саму стали считать покровительницей студентов. Традиции. Традиционно для студентов организовывают официальные церемонии в учебных заведениях с вознаграждениями, а затем студенты проводят братские пирушки. Этот день отмечается по всей России и Беларуси. Я хотела бы поговорить с вами о празднике всех влюбленных, о Дне Святого Валентина. В России этот праздник отмечают сравнительно недавно, с 90-х годов XX века. Отмечают его в основном молодые влюбленные пары. В этот день принято дарить друг другу валентинки. Это такие открытки в форме сердца. Также мужчины дарят женщинам цветы. Можно дарить друг другу подарки в форме сердца. День Святого Валентина – это праздник всех влюбленных. В этот день влюбленные признаются друг другу в своих чувствах, дарят небольшие подарки. Зачастую это конфеты и цветы, а также валентинки. Поздравительные открытки, чаще всего в форме сердца, или сердца могут быть изображены на них. Люди покупают валентинки или делают их сами. Валентинки могут быть сентиментальными и романтичными, или забавными и дружескими. Они могут быть анонимными. Когда я училась в школе, мне и моим подругам очень нравился этот праздник. В этот день можно было отлично повеселиться. В холле школы устанавливали урну, куда можно было бросать валентинки с указанием имени и фамилии, а также класса, человека, которого вы хотите поздравить. Мы развлекались так. Выбирали в классе одну или две, так сказать, жертвы мужского пола, мальчика, и слали ему целую кучу анонимных валентинок. Лично мне в этот день чаще всего дарили открытки, цветы и украшения. Я же в ответ чаще всего готовила что-нибудь вкусное. Сегодня мы поговорим о замечательном празднике, который отмечается 23 февраля. А знаете ли вы, почему этот праздник так называется?
И когда стали праздновать 23 февраля? Давным-давно, еще в начале прошлого века, на нашу страну напали немецкие войска. После революции в России уже не было императора. Новой стране нужна была новая армия, которая бы защищала нашу родину от немецких захватчиков. И вот в 1918 году указом правительства была создана Красная армия. А чтобы поддержать дух воинов, 23 февраля решили праздновать день рождения Красной армии. Шли годы, менялась жизнь. Наша страна пережила величайшую трагедию – Вторую мировую войну. Смело и отважно боролись наши воины, освобождая свою отчизну. Было трудно. Многие голодали, не было достаточно оружия. На защиту Отечества встали все, от мала до велика. Но мы выстояли, победа осталась за нами. И в 1946 году нашу армию переименовали в Советскую. А праздник 23 февраля стали называть Днем Советской армии и военно-морского флота. Прошло еще полвека. Мощное государство под названием СССР перестало существовать. Бывшие республики отделились от России, стали независимыми. Но российская армия по-прежнему сильна. По-прежнему на защите российского государства стоят мужественные воины. И в 1995 году Государственная Дума приняла закон о днях воинской славы. Теперь праздник 23 февраля мы называем Днем защитника Отечества. Я расскажу вам про очередной русский праздник Масленицу. Масленица – один из самых любимых праздников в странах Восточной Европы. Он длится с понедельника по воскресенье. Это праздник переходной даты, поэтому он отмечается либо в конце февраля, либо в начале марта. Это праздник перехода от зимы к весне. В это время люди жгут костры, катаются на санях, запряженных лошадьми. В эти дни нельзя есть мясо, но можно есть масло, сметану, сыр, блины. После Масленицы наступает Великий пост, самый строгий и длинный. Он длится 7 недель. Во время поста люди не едят жирной пищи, мало развлекаются. История возникновения праздника. Масленица – праздник языческий. Первоначально празднование на Руси было связано с прославлением бога солнца Ярилы. Во времена язычества этот день имел символ плодородия и продолжения рода. В древние времена Масленичную неделю называли сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо же было строго под запретом. Традиции. По традиции Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье сжиганием чучела. Каждый день Масленичной недели имеет свои традиции празднования. Самой известной традицией является употребление на протяжении всей недели молочной пищи. В древности это было связано с тем, что с приходом тепла люди получали молоко. В то же время мясные запасы заканчивались.
Раньше каждый день масленичной недели имел свое название и свои особенности. Понедельник. Первый день носил название «Встреча». В этот день встречали праздник, обговаривали все важные моменты грядущего гуляния. В этот день делали чучело масленицы. В понедельник пекли первые масленичные блины. Самый первый блин отдавали нищим или кому-то из соседей в память об умерших родственниках. Период с понедельника по среду назывался узкой масленицей. В эти дни еще можно было работать, а вот в широкую масленицу с четверга по воскресенье работать уже было нельзя. Вторник. Заигрыш. Это день сватовства. Парни приходили к девушкам свататься, то есть предлагали руку и сердце. Среда. Третий день недели назывался лакомка. Самая известная традиция среды – тещины блины, когда зять приходил в гости к теще. Четверг. В этот день начиналась широкая масленица, когда запрещались все работы по дому и по хозяйству, и начиналось празднование. Поэтому четверг носил название «Разгул». В четверг начинались ярмарки, проходили кулачные бои. На центральной площади устанавливалось чучело масленицы. Пятница. В этот день теща шла в гости к зятю на блины, поэтому этот день назывался тещины вечерки. Суббота. Этот день назывался Заловкины посиделки. В субботу невестка приглашала к себе в гости родню мужа. Воскресенье. Прощенный день. В прощенное воскресенье все просили друг у друга прощения. Завершалась шумная масленица сжиганием чучела, служащего символом долгой зимы, которой пришел конец. Главный обряд на масленицу, сжигание чучела, имел поминальный смысл. Чучело плели из соломы. В начале масленичной недели чучело встречали, а в последний день масленицы его сжигали. Это был символ окончания зимы. Все люди выходили на улицу, пели, танцевали, девушки водили хороводы, а парни устраивали кулачные бои, соревнуясь в силе и ловкости. В наше время. Сейчас этот праздник ассоциируется только с весельем, гуляниями и смехом. На сегодняшний день это самый веселый и сытный народный праздник. Это праздник проводов зимы и встречи весны. Во многих городах, в парках и на площадях проходят ярмарки, концерты, устраиваются пышные шумные гуляния. Люди катаются с горок, едят блины. Прощенное воскресенье. Прощенное воскресенье – это последнее воскресенье накануне Великого Поста. В этот день завершается масленичная неделя и сжигается чучело масленицы, как символ окончания зимы. Люди собираются на улице, устраивают шумное гуляние, едят блины. Есть один важный обычай – просить друг у друга прощения в этот день. Этот обычай пришел из древних времен, когда монахи уходили на время Великого Поста
из городов и монастырей в пустыню, не зная, вернутся они обратно или нет. Поэтому проститься и простить друг другу обиды было для них важно. В память об этом православные люди также просят прощения друг у друга. В прощенное воскресенье следует не только просить прощения у тех, кого мы обидели, но и простить тех, кто обидел нас. Праздник Международный женский день отмечается 8 марта. Это государственный праздник, он является официальным выходным. Это прекрасная традиция благодарить женщин за красоту и заботу, которую они оказывают. Мужчины поздравляют своих мам и бабушек, сестер и подруг, любимых женщин, учителей и коллег. Отмечается 8 марта как светлый весенний праздник, одаривающий радостью и вниманием каждую женщину. Для каждой из нас 8 марта ассоциируется с обилием мужского внимания и ароматом тюльпанов. Однако исторически эта дата имела другой смысл. История возникновения праздника. Возник этот праздник очень давно, еще в 1857 году. В Нью-Йорке более 1500 женщин вышли на демонстрацию. Они требовали улучшить условия работы и поднять зарплату. Многие из них работали на обувных и швейных фабриках по 15 часов в день, в очень грязных помещениях, получая за свою работу мизерную плату. Мужчины же за свой труд получали гораздо больше, да и работали 10 часов. В 1910 году в Копенгагене на международной конференции выступила активистка Клара Цеткин, которая представляла интересы всех женщин. Она и предложила праздновать Международный женский день именно 8 марта, а также призвала бороться за равноправие между мужчинами и женщинами. В России впервые этот день отмечался в 1913 году, а с 1965 года этот день принято считать выходным. В наше время. В настоящее время 8 марта является днем весеннего тепла, женственности и красоты, когда каждая представительница прекрасного пола получает цветы, сладости, множество поздравлений и подарков от всех окружающих. В школах и садиках дети устраивают праздничные концерты, желая порадовать мам и бабушек. Женщины всегда красивы, но в такой день они просто очаровательны, как цветы. Возможно, поэтому лучшим подарком на 8 марта является букет весенних цветов. Я расскажу вам о дне смеха или дурака, который отмечается 1 апреля. Этот праздник не является официальным выходным. Всем известно, что смех продлевает жизнь, и нет ничего лучше, чем целый день, посвященный эмоциям, шуткам и улыбкам. 1 апреля является одним из самых любимых праздников всех людей, которые ценят юмор, любят шутить и смеяться. История возникновения этого праздника. Точная дата возникновения Дня смеха неизвестна, так же, как и страна, в которой он зародился. Однако существует множество теорий его происхождения. Первая теория. Зародился в Древнем Риме, где существовал праздник глупых, который отмечался в феврале. Вторая теория. Возник в Древней Индии. Прародитель
день шуток. Третья теория. В Исландии, благодаря богам и в память о Скадеи. Четвертая теория. В Ирландии, благодаря Новому году. Самая распространенная теория, что праздник появился благодаря переходу на Григорианский календарь в 1582 году. В то время празднование новогодней недели перенесли с конца марта на декабрь. Но это не помешало некоторым людям поздравлять друг друга с Новым годом 1 апреля. Так появилось выражение «апрельский дурак» и традиция всех разыгрывать. Традиции. Несмотря на то, что в этот день все люди придумывают розыгрыши, в разных странах возникли особые обычаи, о которых я сейчас вам расскажу. Если я упомяну вашу страну, обязательно напишите мне в комментариях, правда ли это. В Англии, например, не принято устраивать розыгрыши во второй половине дня, чтобы не упустить везение. Португалия отличается тем, что 1 апреля жители бросаются мукой. Германия считает данный праздник несчастливым днем, поэтому люди в деревнях в этот день не работают. В Шотландии праздник называется Днем Кукушки. Всех обманутых называют разинями. 2 апреля, День хвоста, уделяют внимание нижней части тела человека. В этот день человек может получить пинка. Во Франции доверчивых называют апрельской рыбой и приклеивают бумажных рыбок на спину. В Индии 31 марта проходит фестиваль в честь наступления весны. Люди прыгают через костры, бросают специи в прохожих. В России в далеком прошлом люди отмечали приход весны 1 апреля, надевали смешные наряды, веселились и ничего не делали. День космонавтики. Он отмечается 12 апреля и не является официальным выходным. Людей всегда интересовала тема космоса. Некоторые люди верят во внеземные цивилизации. Другие просто любят смотреть на ночное небо и звезды. Космос является одной из главных тем в литературе, киноиндустрии и даже в музыке. А напоследок анекдот. Почему русские берут с собой в космос американцев? Надо, чтобы во время посадки был хоть кто-нибудь трезвый. Я расскажу вам про очередной праздник – Пасху. Этот праздник не является официальным выходным, но он всегда выпадает на воскресенье, а воскресенье – это выходной день. Чтобы узнать, когда его праздновать, нужно произвести некоторые расчеты. Принцип расчета такой. Если полнолуние наступает раньше 21 марта, дня весеннего равноденствия, то пасхальным считается следующее полнолуние. А если пасхальное полнолуние выпадает на воскресенье, то Пасха празднуется в следующее воскресенье. Праздник Пасхи люди ждут и начинают к нему готовиться за несколько недель. Это самый важный праздник христиан во всем мире. Другое название Пасхи – Светлое Христово Воскресение. История возникновения праздника. История празднования имеет два важных события, которые происходили в разное время. Пасха ветхозаветная. Пасха ветхозаветная берет начало празднования с глубины веков. В Библии есть часть под названием «Исход». Именно в ней описаны события, связанные с празднованием Дня Пасхи. История происходила в Египте. Древний народ евреев находился в рабстве у египтян, которые использовали их труд.
Евреи строили дома, делали всю черную работу. Это значит всю тяжелую работу. Чтобы остановить это, Господь послал на египетскую землю различные наказания, но фараон не хотел отпускать израильтян. Тогда пророк Моисей придумал другое наказание. Он уничтожил всех первенцев людей и животных египтян. Только после этого фараон отпустил израильский народ из своего плена, а Господь помог им перейти Красное море как сушу. Так евреи стали отмечать день своего освобождения. Слово «песах» в еврейском языке глагол, обозначающий избавлять, освобождать. Пасха новозаветная. Христос, Сын Божий, проповедовал Божьи заповеди и был распят на горе Голгофа, а потом чудом воскрес. После разделения церквей в современном мире праздник Пасхи также разделен на православную, иудейскую и католическую. Для каждого верующего человека, неважно к какой вере он относится, праздник Пасхи является самым главным и долгожданным. Традиции. К Пасхе готовятся заранее. Верующие люди соблюдают пост, который называется Великим и продолжается 6 недель. В день Пасхи уже можно употреблять в пищу все блюда. Неделя перед Пасхой особенная. Каждый день имеет свою задачу, функцию. В понедельник нужно убрать в доме, закончить ремонт. Во вторник следует зашить, постирать, погладить одежду. В среду выносят мусор, готовят яйца для покраски. В четверг, который называют чистым, необходимо до восхода солнца встать и искупаться. В течение дня навести порядок в доме. В пятницу, ее называют страстная, нельзя веселиться, петь и танцевать. Это день скорби. В субботу пекут куличи, готовят праздничную корзину для освящения ее в церкви. Воскресенье – великий праздник. Ночью люди идут в церковь для освящения пасхальной корзины. После службы люди веселятся, подходят друг к другу и говорят «Христос воскрес», на что нужно ответить «Воистину воскрес». Во всех домах готовят вкусные блюда, выпечку и сладости. Сегодня мы поговорим о первом майском празднике, о празднике весны и труда, который отмечается 1 мая. 1 мая – красный день календаря. Это значит, что он выходной. Сегодня мы познакомимся с историей появления этого праздника. Месяц май был назван в честь богини Майи. Люди ей поклонялись, чтобы получить хороший урожай. Май – последний месяц весны. Красивый, цветущий. В мае полностью оживает природа, оживает земля. Люди стараются скорее выполнить все весенние работы в огороде. Вот почему этот праздник называют праздником весны и труда. Это гимн красоте и народу. А теперь давайте узнаем саму историю праздника. В далеком 1886 году в Америке на улицу вышло на демонстрацию много трудящихся с требованиями об улучшении жизни. Но эту демонстрацию разогнали. Погибло много рабочих. Об этом узнал весь мир. В знак солидарности их поддержали рабочие многих стран. Память о тех людях с 1890 года день 1 мая назвали праздником трудящихся и начали отмечать во многих странах мира. В 86 странах мира 1 мая – национальный праздник.
До 1992 года этот праздник в России тоже назывался 1 мая. Его отмечали очень красиво. Символом 1 мая является древо мира, а самым распространенным лозунгом «Мир, труд, май». 1 мая – светлый, хороший праздник. Его нужно проводить с семьей, с друзьями. Хорошо его отмечать на природе, радуясь весне. Праздники бывают разные – государственные и семейные, религиозные и городские. Например, 8 марта – праздник государственный. Мы празднуем его всей страной. Пасха – религиозный праздник, потому что он связан с церковным календарем. Но есть у нас праздник, который является и государственным, и семейным. Это праздник, который называют праздником со слезами на глазах. Это День Победы. Наша страна пережила величайшую трагедию – войну. Вот что сказал о войне великий русский писатель Лев Толстой. Война – величайшее из несчастий, которое мог выдумать человек. Мы с вами живем в прекрасной стране, в прекрасное время. Небо над нашей страной мирное. И это счастье, потому что хуже войны нет ничего на свете. И мы с вами живем хорошо, потому что в те далекие годы наши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки пожертвовали собой. Теперь наш долг помнить об этом, не забывать те страшные годы, когда миллионы жителей нашей страны продемонстрировали невероятную силу духа, мужество и отвагу, смелость и храбрость, когда миллионы людей шли на смерть, чтобы мы с вами жили хорошо. Наши воины сражались не на жизнь, а на смерть. Но фашисты были хорошо подготовлены к войне. У них было больше оружия, больше солдат. Несмотря на отчаянное сопротивление, наши войска отходили все дальше и дальше. Фашисты рассчитывали на быструю победу. Они стали наступать сразу в 3 направлениях: на Киев, на Москву и Ленинград, на города возле Черного моря. В 1943 году наступил перелом. И началось все с битвы под Сталинградом. Впервые советским войскам удалось одержать столь значимую победу. Сталинградская битва – крупнейшая сухопутная битва в истории человечества. В этой битве погибло около 2 миллионов человек. Но это была наша победа. И с тех пор 2 февраля отмечается как День воинской славы России. С этой поры начинается победное наступление наших войск по всем фронтам. Фашисты стали отступать к границам, а затем наши воины гнали завоевателей по городам Европы, освобождая их от фашистов. И вот наступила весна 1945 года. Наши солдаты гнали фашистов до самого Берлина. Над главным зданием фашистов, над Рейхстагом, взвилось наше знамя. 9 мая 1945 года была объявлена победа. Первый день мира люди встретили ликованием. Все высыпали на улицу. Незнакомые люди обнимали друг друга и поздравляли, плакали от счастья. А в полночь в Москве грянул салют. 30 залпов из 1000 орудий возвестили миру о том, что самая кровопролитная и самая жестокая в мире война закончилась.
и закончилась она нашей победой. Есть огонь, который символизирует память. Посмотрите на фото могилы неизвестного солдата в Москве. Возле этой могилы всегда горит огонь. И каждый день выстраивается почетный караул. А пост называется пост номер 1. Он самый важный и самый почетный. Около 27 миллионов советских людей погибло в годы войны. Мы никогда не забудем тех, кто защищал нашу Родину в эти страшные дни. Праздник День русского языка или Пушкинский день отмечается 6 июня и не является официальным выходным. День русского языка празднуется далеко за пределами России. В этот день проходят различные концерты, конкурсы, выставки. Ведущие филологи планеты читают лекции по тематике праздника. Демонстрируются фильмы на русском языке. Желающие могут посетить экспресс-курсы, которые ведутся лучшими преподавателями русского языка. Подобные мероприятия проходят и по всей России. Кроме того, на главных телеканалах идут передачи, посвященные празднику. Он отмечается и во всех учебных заведениях, от детских садиков до лучших университетов Российской Федерации. День учителя. Этот праздник отмечают воспитатели, учителя и преподаватели. В общем, все педагоги. Воспитатель работает в детском саду, учитель работает в школе, а преподаватель работает в университете. Традиции. Ученики и их родители поздравляют педагогов с профессиональным праздником, желают им здоровья, успехов в работе, вручают букеты цветов и подарки. Когда я училась в школе, я помню, что своему классному руководителю мы дарили часы, различные абонементы и сертификаты, а остальным учителям, которые вели у нас уроки, мы дарили цветы и открытки. В День учителя в школах проходят праздничные линейки, проводятся выставки работ учеников, размещаются стенгазеты. В детских садиках также устраиваются выставки с работами воспитанников. Не знаю, как сейчас, но когда я училась в школе, у нас также устраивали день самоуправления, когда ученики сами вели уроки. Например, ученик или ученица 8 класса могла вести уроки в 5, 6 или 7 классе. Конечно, учительница помогала им подготовить материал к уроку. В учреждениях образования руководство поздравляет учителей, награждает лучших сотрудников и победителей конкурса «Учитель года» грамотами, медалями, ценными подарками. История. День учителя впервые был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в первое воскресенье октября. С 1994 года в России этот праздник отмечается всегда 5 октября. В Беларуси же он по-прежнему отмечается в первое воскресенье октября. Учителей поздравляют заранее, то есть в пятницу. Друзья, надеюсь, эта информация была для вас полезной, и вы не забудете поздравить своих учителей и преподавателей. Уверена, что им будет очень приятно получить от вас поздравление или даже открытку. Иван Купала. В этом видео я покажу вам, как в деревне отмечается этот праздник. В юности это был мой второй любимый праздник после Нового года. Тогда я каждое лето проводила у бабушки в деревне. Католики отмечают этот праздник с 23 на 24 июня. Православные же празднуют его с 6 на 7 июля. Этот праздник посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы.
Считалось, что лучше всего собирать целебные травы именно в этот день, потому что растения получают от солнца и земли наибольшую силу. Важным атрибутом праздника является венок, который девушки плетут из цветов и трав. Иногда девушка плетет 2 венка – себе и своему любимому парню. Потом пускает эти венки по реке и смотрит. Если венки в воде сойдутся, то быть свадьбе, а если нет, то, скорее всего, она и ее любимый расстанутся. Существовало поверье, что в купальскую ночь цветет папоротник. Тот, кто найдет этот цветок, сможет понимать язык зверей и птиц, а также видеть все клады под землей. Иногда в нашей деревне проводили организованный праздник и устраивали концерт и различные конкурсы, но это было очень редко, к сожалению. Главной особенностью купальской ночи являются очищающие костры. Днем 6 июля мы собирали старые и ненужные вещи, покрышки от машин и вывозили все это за деревню. Чаще всего люди разбиваются на группки и жгут небольшой костер, устраивая таким образом себе праздник. Но если участников много, то можно проводить различные конкурсы, прыгать через костер. Иногда девушки и парни, взявшись за руки, прыгают попарно через костер. Если во время прыжка их руки останутся сомкнутыми, считается, что это примета их будущего брака. А еще прыжки через костер являются символом очищения. В купальскую ночь молодежь устраивает различные бесчинства. У нас в деревне чаще всего вырывали из земли скамейки и ломали заборы. Также считается, что именно в эту ночь злые духи пытаются навредить людям, отобрать молоко у коров, навредить посевам. Это веселый и шумный праздник. Я расскажу вам о следующем русском празднике, который называется День Октябрьской революции. Еще совсем недавно в России 7 ноября широко отмечался праздник День Октябрьской революции. История праздника. 7 ноября, 25 октября по старому стилю 1917 года в Петрограде по сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец и свергли Временное правительство. Они провозгласили власть советов и создали первое в мире государство рабочих и крестьян. Советская власть просуществовала в стране 73 года. Легендарный крейсер «Аврора», символ Октябрьской революции, в ноябре 1948 года был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге. Отмечать День Великой социалистической революции начали уже 7 ноября 1918 года. К этому празднику готовились заранее. В Москве еще за 2-3 месяца начинали согласовывать и готовить праздничное оформление. Каждое предприятие готовило именно свои элементы – флажки, гирлянды из цветов, плакаты и транспаранты с лозунгами. Этот день отмечался в СССР как главный праздник страны. К этой дате украшали все города и поселки. На фасадах домов вывешивали тематические плакаты, портреты вождей революции, государственные флаги. В этот день происходили демонстрация трудящихся, выступление вождей на трибуне Мавзолея и, конечно же, военный парад на Красной площади, который являлся кульминацией празднования. Образцы лучших достижений оборонной техники
проходили по площади перед восторженными горожанами и гостями, приехавшими на праздник. Эта традиция соблюдалась неукоснительно. Даже 7 ноября 1941 года, когда на Москву наступали немцы, не стало исключением. В современной истории праздник был переименован сначала в День согласия и примирения, а затем стал просто памятной датой. Впрочем, в некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать и сейчас. В Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником. В Беларуси он отмечается как День Октябрьской революции и также является выходным днем. В России 7 ноября вошло в перечень памятных дат, хотя уже и не является выходным днем. Соответствующий закон был принят в 2005 году. Да, 7 ноября был политическим праздником. Красные флаги, лозунги, транспаранты были его оформлением. Но для простых людей это был праздник, во время которого можно было собраться за столом, пообщаться, вспомнить прошлое, порадоваться успехам и почувствовать себя защищенным в стране, основанной в октябре 1917 года. В России есть много национальных праздников. Люди во всей стране не работают и проводят специальные торжества. Главные государственные праздники – Новый год, 8 марта, 1 мая, День Победы и День независимости. Первый праздник года – Новый год. Люди встречают Новый год в полночь 31 декабря. Они встречают Новый год с шампанским и слушают бой кремлевских курантов, отсчитывающих 12 ударов. Существует много новогодних традиций в России. В каждом доме есть новогодняя елка, сверкающая цветными огнями и украшениями. Дети всегда ждут, что придет Дед Мороз и подарит им подарки. Многие люди полагают, что Новый год – семейный праздник, но молодежь предпочитает устраивать собственные новогодние вечеринки. Возобновленный праздник в нашей стране – Рождество. Он отмечается 7 января. Это религиозный праздник, и много людей идут на церковные службы в этот день. Неофициальным мужским днем является 23 февраля. Это праздник, который называется День защитника Отечества. В этот день женщины обычно дарят мужчинам небольшие подарки. 8 марта мы празднуем женский день. Предполагается, что мужчины в этот день делают все по дому и готовят праздничный стол. Это очень хорошо. По крайней мере, один раз в год женщины могут отдохнуть и забыть обо всех этих тарелках, готовке, детях, взять журнал и расслабиться на кушетке. 1 мая – День труда. Во времена Советского Союза в этот день проводились шумные демонстрации, так как каждый должен был показать свою преданность Родине. Сейчас только коммунисты организовывают митинги в этот день. Самый большой национальный праздник в нашей стране – День Победы. 9 мая 1945 года советская армия и ее союзники полностью одержали победу над немецко-фашистскими захватчиками, и Великая Отечественная война закончилась. Величественный мемориал
был построен на Поклонной горе в честь ознаменования Победы. Многие ветераны принимают участие в военном параде и возлагают венки к могиле неизвестного солдата. Радио и телевидение передают популярные военные песни. Много гостей из разных стран приезжают в Москву, чтобы участвовать в празднованиях. День независимости – новый праздник для стран Восточной Европы. В России он отмечается 12 июня. В этот день, в 1992 году, был избран первый президент России. 1 сентября – День знаний. Это начало учебного года. Дети идут в школы с цветами для учителей. Перед началом занятий проводятся линейки. 12 декабря – День Конституции России. В этот день, в 1993 году, была принята первая Конституция Российской Федерации. Предыдущие были конституциями Советского Союза. Русские люди любят отмечать праздники. Мы переняли западные традиции и западные праздники, такие как День Святого Валентина и Хэллоуин. Мы также относимся с уважением к китайскому Новому году, мусульманским и еврейским праздникам, поскольку русские очень терпимы к другим религиям. Мы также празднуем Пасху и много профессиональных праздников, которые не являются выходными днями, и банки, офисы и школы не закрываются. Расскажите мне, какие праздники вы празднуете и какие праздники ваши любимые. Надеюсь, вам было интересно узнать о праздниках в России. Ставьте мне лайк, если эта информация была для вас полезной. Спасибо. До свидания.